Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Дело мастера боится. Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос, как правильно обрезать малину. У нас есть малина, уже наступила весна, начало марта месяца, на улице тепло. Можно приступить к обрезанию малины. Конечно, это делается и осенью, но у нас зимы теплые, поэтому сделаем это весной. Как же разобраться, какого сорта у вас малина, ремонтантная или обычная? Это, конечно, вопрос, который часто задают многие. Посмотрим, как это. Если у вас рядом растут два куста малины, один ремонтантный, один обычный, то можно сравнить эти два сорта и определиться, какой же из них ремонтантный. Здесь у меня два сорта. Это сорт Краса России, обычный, и сорт ремонтантный, недосягаем. Чем же они отличаются? В первую очередь это по цвету. Ремонтантные сорта имеют более светлый оттенок, более толстые стволы, и они растут более мощно, чем обычные. Но самый явный признак того, что эта малина у вас ремонтантная, это отсутствие сухих стеблей, которые остались с прошлого года. Все стебли у нас живые, а на сорте рядом, на обычном, мы видим сухие стебли. Это говорит о том, что сорт у нас обычный. Как же обрезать ремонтантную малину? Везде советуют, что ремонтантную малину для хорошего урожая необходимо срезать под корень каждую весну или осенью. И в этом году будет уже урожай в августе-сентябре месяце. Ну, у нас климат теплый, поэтому второй урожай у нас можно тоже подождать хорошо. Будет тепло, и он до конца отплодоносит малина. Я беру, поэтому в этом случае не обрезаю все стебли. Отсчитываю 7 почек, 5, 6, 7, и обрезаю на этом уровне. Конечно, удаляются все паростки, которые нам не нужны, которые находятся в неположенном месте. Все тоненькие стебли, которые тоньше карандаша, также удаляются под корень. С них хорошего урожая не будет. В этом году эта малина даст урожай с этих 7 почек, которые остались с прошлого года, а также пойдут новые паростки с земли, которые дадут урожай уже в августе-сентябре месяце. С этих же паростков мы получим урожай уже в июле. Так как малину у нас любят все, это очень практичный и экономичный способ. Малина особенно не ослабится, если его хорошо удобрять в летнее и весеннее время. Я использую в весеннее время, когда появляются листочки, раствор куриного помета, который перебраживает в бочке в пропорции 1 к 20. Уже он не погорит, выливаю под каждый куст по ведро 10-литровое этого раствора. И это хорошая подкормка для малины. Теперь рассмотрим вопрос, как же обрезать обычную малину весной. Вот у нас есть куст малины Краса России. Что же здесь нужно удалять? В первую очередь удаляются высохшие паростки, которые в прошлом году отплодоносили. Это делается под корень. Находим паросток с корой, которая уже растрескалась и негодная, обрезаем под ноль. Во вторую очередь необходимо обрезать тонкие, слабые паростки, стебли. Те, которые меньше толщины карандаша, тоже удаляются под корень. Примерно на одном кусту оставляем около
7-5 сильных паростков. Это нужно для того, чтобы был хороший урожай крупной малины. Те паростки, которые нам нравятся, удаляются их верхушки на высоте 1,5 метра. Это делается для того, чтобы она начала ветвиться в стороны, утолщаться, и урожай будет крупнее в этом случае. Также под корень я мульчирую перепревшим коровьим навозом, потому что это хорошее удобрение и отличная мульча, которая дает необходимые микроэлементы для корней. По периметру малины закопан шифер на глубину 40 сантиметров. Это делается для того, чтобы было удобно поливать, и малина не лезла никуда, ни к соседу, ни в другую территорию. Есть сорта малины, которые я посадил в обычные автомобильные покрышки, которые обрезаются с двух сторон, остается корд, часть кордовая, выворачивается наизнанку и укапывается в землю. Это очень удобный способ для посадки малины, для ее культивации и для полива летнего, потому что вода никуда не уйдет в сторону, а также это предотвращает рост в дальнейшем в стороны, разрастания. Для укрепления малины на расстоянии 2,5 метра я ставлю трубы, на них натягиваю проволоку, и на них уже подвязывается малина. Она будет стойкой и никуда не упадет. Вы посмотрели видео, как я подрезаю ремонтантную и обычную малину. Это мой способ. Я подчеркиваю, что каждый делает так, как он считает нужным. Это не догма. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал «Дело мастера боится». Будьте с нами. Всем пока.